Я продолжаю цикл видеороликов, который я начал в марте 2012 года, когда в первом ролике речь шла об излечении кисты эрозии и женского бесплодия и получении беременности женщинами через 3 недели. Второй видеоролик будет посвящен конкретному заболеванию эндометриозу, которым болеет около 176 миллионов женщин во всем мире. Эндометриоз не приговор. Цель этого ролика не в том, чтобы описать саму болезнь. Это можно найти на любом специализированном сайте, в медицинской энциклопедии, в Википедии. А в том, чтобы дать в руки больных женщин информацию для размышления, как излечить эту неподдающуюся для медиков болезнь. К большому сожалению, те методы лечения генитального эндометриоза, матка, яичники, которые получили широкое распространение не только в России, но и в мире, не поддаются никакой критике. Я перечислю только несколько направлений. Первое. Лапароскопия, криотерапия или лазерное прижигание. Оперативное вмешательство в процесс образования эндометриом с целью их тщательного удаления. Вероятность возникновения повторных эндометриом чрезвычайно высока. Причина – инфекция остается в крови и лимфе. Второе. Ирудотерапия. Воздействие на состав крови внутренними секрециями пиявок. Этот процесс имеет место только в очень ограниченном периоде времени развития болезни на самой ранней стадии. По моим данным, это может наблюдаться только в первые 2 недели болезни, но проблема в том, что женщина в эти первые 2 недели не чувствует никаких негативных моментов. Этот метод очень редко дает положительные случаи выздоровления. Третье. Гормонотерапия. Метод, который оказывает самое большое негативное влияние на организм женщины, приводя к гиперстимуляции яичников, затрагивая в комплексе гормональную систему, в том числе надпочечники, щитовидную железу, поджелудочную железу, гипофиз. Проблема в том, что женщина, употребляющая гормональные препараты, в период их употребления чувствует себя сравнительно нормально, боли не чувствуется. Но стоит только прекратить принимать эти препараты, как болезнь с еще большим остервенением возвращается. Женщина становится рабом фармацевтических фирм. Лечение не дает результата, здоровье рассыпается. Причина – инфекция остается в крови и лимфе. Четвертое. Искусственный ввод женщины в клиник – самый изощренный вид издевательства над здоровьем женщины. Мало того, что женщина употребляет специализированные гормональные препараты с их минусами по методу гормонотерапии, так еще женщину опускают в старость в гормональном отношении на десятки лет. Никогда ни для одного организма это не проходит бесследно. Организм всегда мстит за такое надругательство над системой внутреннего контроля организма на уровне гормонального и эндокринного воздействия, которое осуществляется независимо от нашего сознания на подсознательном уровне. Где же свет в конце туннеля? Почему эндометриоз не приговор? Препарат, о котором я хочу вам рассказать, был создан в далеком 1993 году. Изначально он не планировался для излечения неизлечимых женских заболеваний. Любой медицинский препарат, который выпускается на рынок, обязан проходить несколько стадий проверок. На мышах и морских свинках, на сельскохозяйственных животных, на пробантах, и человек добровольно участвующий в эксперименте, и в клинике по конкретному заболеванию. К сожалению, современные препараты не проходят 50% этих испытаний. В результате на рынок поступают препараты, употребление которых наносит вред и поставимый с летальным исходом или высокой степенью инвалидности. Пример. Препарат для лечения сосудов оказывает мощное отрицательное воздействие на сосуды почек, что приводит к высокому точечному давлению, как следствие инсульт, смерть или обездвиживание. В чем заключается качество любого медицинского препарата? Первое. Он должен храниться хотя бы 2-3 года без потери активности препарата. Что происходит с любым препаратом на самом деле? Его изготовили, отправили на склад. Со склада он поступает на оптовую базу. С базы его развозят по нуждающимся аптекам. Пациент получает препарат, когда он заболевает, на грани его хранения, когда активность начинает падать по экспоненте. Второе. Пирогенность и токсичность препарата должна удовлетворять прописанному минимуму. И третье. Отсутствие отрицательных воздействий на организм. Теперь возьмите любой препарат из своей домашней аптечки и посмотрите, какие отрицательные симптомы ему свойственны. Например,
тошнота, двоение в глазах, колики в печени, учащенное сердцебиение, повышенное, пониженное давление. Нельзя употреблять для астматиков или аллергиков, кожные высыпания и так далее. Взяв эти предпосылки для изготовления препарата, было выбрано направление излечения неизлечимых женских болезней. Вдумайтесь в само название – лечение и излечение. Русский язык богат на такие нюансы. Современный гинеколог может лечить женщину на протяжении десятилетий, результат ноль. Отсюда название «лечение» в кавычках из года в год. За эти годы женщина тратит деньги, сопоставимые с ценой хорошего зарубежного автомобиля. Результата нет, нервы на пределе, а боль рвет на части. А вот излечение – полностью освобождение организма от болезни. И тут, пройдя все круги ада по испытанию за собственный счет, на горизонте появляется препарат, который как бельмо на глазу для фармацевтических фирм с их неумением и нежеланием излечивать страшные женские болезни. Что же он из себя представляет? Это комплексный антибиотик, обладающий уникальными свойствами. Первое. Активность препарата не падает в течение 15-20 лет. Ни один препарат в мире таким свойством не обладает. Второе. Пирогенность и токсичность препарата 8 раз ниже, чем у любого препарата, уже выпущенного на рынок. Это означает, что все современные препараты должны быть улучшены в 8 раз, чтобы выйти по качеству воздействия на уровень нашего препарата. Третье. Препарат для женщин можно вводить с принципиально. Уникальная способность излечения и неизлечения женских заболеваний. Какие есть отрицательные воздействия? Препарат нейтрализует инфекцию в крови и лимфе, затем через почки выводит отработанную инфекцию из организма. Гломерулонефрит, нефрит, острый пиелонефрит и нефрит являются шлагбаумом для этого препарата. Хронический пиелонефрит и нефрит подлежат обсуждению более детальному и по более детальной диагностике. Для женщин, болеющих не один год, возможна резкая перестройка организма из стадии болезни в стадию здоровья, что может привести к сухости влагалища и запору. Эти проблемы решаются в течение 1-2 дней без антибиотиков. При этом сам цикл лечения включает в себя 4 дня. После этого, если женщина желает забеременеть, через 3 недели она становится беременной. Нет альтернативы этому препарату на сегодняшний день ни по времени лечения, ни по воздействию на организм женщины и будущего ребенка, ни по стоимости. Сразу должен оговорить, такой важный момент, как проверка применения препарата только для генитального эндометриоза. Как поведет себя препарат для экстрагенитального эндометриоза, желудочно-кишечный тракт, легкий, мозг, сказать заранее не могу. Возможно, это будет следующим этапом с более солидным по финансам инвестором. Надеюсь, что смогу ответить любой женщине, заинтересованной в таком препарате. По условиям его применения и оплаты смотрите видеоролик на русском языке. http://youtube.b косая p d большая h большая 1 r большая 6 e e m u w. Излечение других женских болезней смотрите на моем сайте http://lngz.at.ua. Называется он «Лечение неизлечимых женских заболеваний». Мой e-mail alnik2002 yandex.ru.